Если вы приехали в Стамбул и не пробовали местную уличную еду, вы не видели настоящую Турцию. Сегодня мы приехали в Ортакёй, культовое место, куда съезжаются все любители стритфуда и роскошных видов. Вы 100 раз видели это место на открытках и в сериалах, но сегодня мы приехали, чтобы показать вам его вживую, показать лучшие локации для фотографий и, конечно же, попробовать местный стритфуд, за которым туристы едут на другой конец города. А в конце видео я покажу вам секретное место, где можно бюджетно пообедать с роскошным панорамным видом на Босфор. Наливайте чай, будет очень вкусно. Поехали! Район Ортакёй находится в европейской части Стамбула, и главная его фишка в уникальном контрасте. Прямо у воды здесь стоит невероятной красоты мечеть, построенная в стиле османского барокко. Вам тоже кажется, что она выглядит как воздушная зефирка? И буквально над ее куполами возвышается огромный Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию. Но для современных путешественников Ортакёй в первую очередь столица стамбульского стритфуда. Сюда едут ради двух вещей: огромной запеченной картошки кумпир и гигантских вафель со всеми возможными начинками. Ну что, мы на месте. Наш гастротур начинается. Пошли смотреть, что тут по ценам и вкусам. Здесь начинается настоящая битва за туриста. Посмотрите на масштаб. Десятки абсолютно одинаковых киосков стоят вплотную друг к другу. И каждый продавец пытается доказать, что именно у него картошка самая королевская. Вас будут зазывать, улыбаться, предлагать вкусняшки. Prойти мимо и ничего не купить – это задача не из легких. Evet. Sağ ol. Bir dönüşte bakalım. Bir ricam var. Gel aynı yalan bende de var. Gel. Almayın direkt bana gelin. Karşı tezgah bize ait kırmızı tezgah. Oturarak Tamam. gel. Teşekkürler. Bakalım bilmiyorum başımı. Это площадь Ортакёй, кумпир и вафли. На любой вкус. Муж мой хочет открыть прямой эфир. Миру угостили. Чем тебя угостили? Покажи. Конфеткой в честь праздника. Сегодня первый день Курбан-Байрама. Да, конечно. И вот кумпир, начинка для кумпира. Различные салатики, закусочки. Видите, все украсили красиво. Какая красота. А это начинки для вафель. Здесь также делают вафли. Вот опять для кумпира. Я вам потом подробнее покажу, что туда кладут внутрь. Так, мы решили здесь взять вафли по 400 лир, вафли и кумпир по такой же цене. Вот так сейчас покажу, как вафли здесь делают в такой машине. И потом начинки вот такие различные. Миру, как всегда, угощают. И всегда чем-то угощают. Hangisi istiyorsun Mira? Merhaba, iyi bayramlar abla. Bak kova daha güzel olur bence Mira. Kova hamuru kesiyoruz sadece. Кова аlalım. Ага. Вон есть два вида, можно так в таком рожке, как бы, можно в такой штучке, в общем, в тарелочке. Merhaba. Фруктики режут, выбирают Мира, смотрите. Оп-оп. Hoş geldiniz. Abla merhaba. Buyurun kumpir yapalım abla. Hoş Такая geldiniz. красота. Merhaba. Teşekkürler. Шоколад тоже выбираешь Merhaba, сам. iyi bayramlar. Kumpir yer misiniz? Есть даже голубой, это, наверное, фисташковый. Seslerin güzeli buyurun. Dali ya, bak Selma. Dali ya, ben patata. Merhaba. Güzel bir kumpir yapalım, bol malzemeli. Abla gel hoş geldin. Teşekkür ederim. Her yerde aynı. Teşekkürler. İyi bayramlar abla. Hoş geldin. Kumpir mi abla? Her yerde aynı abla. Teşekkürler. Merhabalar. Kızlar waffle yapalım kızlar. Посыпочку тоже Мира выбирает. M&M's. Тут же рядом продают кумпир. Вот так делают кумпир. Кстати, кумпир стоит тоже 400 лир. Kumpir yer misiniz güzelliğim? Ben de güneşe gitme. Ben zaten yapıyorum. İyi bayramlar. Bugün bayram. Waffle'lar senden mi söyledi? Abi kaybolacak.
Какая красота. Что, салфеточки подают? Приятного аппетита, зайка. Чуть покажу, как делают кумпир. Кумпир — это такая огромная картошка. И в нее кладут начинки разные. Вот какие хотите, салатики выбираете. Смотрите, вон картошка готовая, запеченная. С сыром и с маслом перемешивают ее. И туда начинки ложат. Тоже 400 лет. Так, вот видите, выбирают женщины. Это наш типа оливье, сосиски. Майонезные закуски различные. Вот оливки можно положить. Видите, здесь целая улица. В принципе, цена одинаковая у всех, они просто зазывают. У кого-то есть, вот, кстати, в кафешках можно подняться на террасу. Здесь тоже вафли и кумпир есть, и, кстати, по таким же ценам. Но мы поднялись на террасу, и там места нету в теньке, поэтому только на солнце было. Какая красота. Вниз сейчас спустимся к воде. А здесь, вот, смотрите, ярмарка такая небольшая, ну, часто ее делают. Тут в основном продаются товары такой ручной работы, всякие, видите, женщины продают браслетики, в общем, все такое. Какая красота. Украшения. Не все еще открылись, видите, стенды не все открыты. Вот уже видна мечеть Ортакёй. Очень красивая. Видите, на каждом углу здесь продаются и кумпир, и вафли. Это две самые популярные еды Ортакёя. Конечно, можно здесь и сок свежевыжатый попить. Вот и мороженое можно поесть. Парк есть, кстати, вот кому нужно из туристов, банкоматы, пожалуйста, вам. И вот эта красота. Водичка сегодня, я не знаю почему, с чем это связано, но просто волшебного цвета. Я вам сейчас покажу, конечно, поближе. Муж мой в прямом эфире. Если хотите, подписывайтесь на его канал. Оставлю ссылку внизу. Я вам покажу немножко еще мечеть Ортакёй, красавицу. Очень красивая. Сейчас попробую показать вам детали. Посмотрите. Я не знаю, сколько ей точно лет. Возможно, расскажу вам небольшую историю этой мечети, но она хоть и маленькая, не такая масштабная, как та же голубая мечеть, но детали просто поражают. Вкуснятина. Вафли — это блюдо, которое знаменито именно в Ортакёе. То есть здесь вы можете его попробовать. Я вам уже показала, что здесь очень много мест, где его продают. И кумпир. Это крошка-картошка, да, наверное, по-нашему. Картошка с начинкой. Но мы очень наелись на завтраке, поэтому только сладким перекусить решили. И то, если честно, вот эта порция, мы одну взяли на двоих с Мирой, не лезет нам, потому что очень жарко сегодня, и сладкого как-то не хочется. Хочется чего-нибудь свеженького. Здесь семит продают. Давайте посмотрим, почем семит. Не написано почему-то, хотя всегда обычно пишут. А еще отсюда есть катера. Правда, вот не помню, куда они идут. Я смотрю, что есть и тур по Босфору отсюда тоже. Обычно мы в меню не покупаем, но здесь тоже есть. Но самое важное, ради чего сюда все едут, это вот этот вот прекрасный вид. Вон мой турист-умер ходит. Баба сегодня как турист, да, Мира? Только посмотрите на этот прекрасный вид. Огромный мост через Босфор. Есть вот здесь кофейня, кстати, вот это вот кофейня. Там можно чаек попить с видом на этот прекрасный мост. Будь здорова, зайка. Давайте пойдем поближе. Посмотрим, я вам отсюда покажу, чтобы людям не мешать фоткаться. Вот, смотрите.
Какая красота, ну скажите. Там столько много медуз. Да, медуз сегодня очень много в воде. Прелесть. А здесь вот отходит какой-то катерок. Не знаю, куда именно, не написано. И кто-то еще прибыл. То есть сюда можно добраться, в принципе, и по воде, видите? А вот на другой стороне, видите, вот там вот это Чамлыча, мечеть Чамлыча. На другой стороне. Так, смотрите, тур по Босфору длится здесь час. От меню обычно 2 часа идет. И вот маршрут нарисован, то есть это такой, я так понимаю, более короткий тур. Он идет от моста к мосту. Такой мини-тур по Босфору. Стоит он 400 лир. Мы как раз попали на время молитвы. Здесь слышите этот прекрасный звук азана. Я не знаю, как вам, мне очень нравится этот звук почему-то. Очень успокаивающий. И такое 5 раз за сутки каждый день в Турции можно услышать. Здесь есть такой базарчик сувенирный, прямо возле, за мечетью. Вот мы свернули буквально в уголочек. Смотрите, продаются здесь и чашечки, вот, кофейные наборчики. Смотрите, подносик прикольный. Галатская башня, вот. Ну, что-то там уже спрашивает. Давайте посмотрим, что он спросил. А, кофейный набор. Ага. Такой набор 1000 лир стоит. В долларах все цены подпишу. Вот эти сумочки красивые. Со Стамбулом. Сделаны под старинный стиль. Очень красиво, конечно, смотрится. Мечеть. Это, наверное, голубая мечеть. А вот, кстати, вот этот вид, в котором мы сейчас с вами находимся. Мечеть Ортакёй и мост. Котики, как всегда, стамбульские продаются. Это хит последнего, наверное, не знаю, последнего года или последних пару лет. А в последнее время вот такие вот популярные магнитики. Семит. 50 лир всего лишь стоит. Кстати, нормальная цена. Хочешь купить, Мири? Такой семитик. Халаву. Bu mu? Bana güzel geldi sanki. Pişmiş istedim. Kızartmış. O çok Tamam. kızarmış. Tamam. Ama bu o zaman bu güzel, daha güzel. Ha? Yanındaki. Ага. Да, kalın. Смотрите, есть еще такой айранчик. Burada açılmış artık simitler. Sade simit olarak da var. Poşetli daha güzel. Принтер. 3 boyutlu yazıcıda. Какая прелесть. Evet. На 3D принтере сделано. Все güzel. Çıkıyoruz mu ondan? Вот мы с вами прошлись по базарчику и выходим, в принципе, на главную площадь. К водичке снова с другой стороны от мечети Ортакёй. Вот она там за деревьями осталась. Здесь, кстати, очень красиво, можно с голубями пофотаться. Здесь их кормят, свадебные фотосессии. Вон мужчина продает корм. Свадебные фотосессии тут часто делают с голубями. Так, и вот смотрите, с другой стороны вид на мечеть Ортакёй, на мост. В принципе, это самое красивое здесь место, где можно фотографии сделать классные, да, потому что видно и мост, и мечеть, и воду. Такое классное место, видите, все фотографируются как раз именно здесь. И только посмотрите на этот прекрасный вид.
Конечно, людей тут всегда много, я предупреждаю, поэтому придется вам побороться за место для фотографий. Но если хотите прям совсем, чтобы было пусто, можно приехать вообще после рассвета, и тогда здесь, конечно, намного меньше людей, чем сейчас. Тут продают один из местных стритфудов, мидии. По всему Стамбулу вы можете увидеть такие вкусняшки, это очень вкусно, правда, я вас предупреждаю сразу, что сезон мидии уже как бы прошел. На свой страх и риск будете их пробовать в теплое время года. Конечно, это более такой зимний стритфуд. Fiyat ne kadar başkan? 250 lira porsiyon. Ona ver bak. 10 adet. Tanesi 25 lira. 250 лир порция, в порции 10 штучек. Ну, обычно поштучно можно купить. Я вообще очень люблю мидии. Советую попробовать. Это фаршированные мидии, фаршированные они рисом. Teşekkürler. Öyle. Bu mu çok? Çok Nasıl güzel. aşkım, güzel Çok mi? güzel. Ben çok severim. Afiyet olsun. Sağ Afiyet ol. olsun. Sen yer misin? Ha? Ona da yediririz ya. Tamam abi. Знаете, Стамбул везде разный, но именно здесь, в Ортакёй, чувствуется какая-то особенная киношная магия. Только представьте, вы стоите на стыке двух миров. С одной стороны изящная мечеть 19 века, а прямо над ней грандиозный Босфорский мост, по которому на огромной высоте мчатся машины. И под ним на контрасте неспешно проплывают огромные сухогрузы и маленькие рыбацкие лодочки. Шум воды, крик чаек, в этот вид невозможно не влюбиться. Но главные хозяева этой площади, конечно же, голуби. Их здесь сотни. И это уже местная традиция – купить у дедушек стаканчик корма, присесть на лавочку и оказаться в самом центре этого пернатого хаоса. Кстати, это центр для фотосессий. И многие даже на свадьбу приходят сюда фотографироваться именно вот с этими голубями. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Мы, конечно, не удержались и тоже решили устроить небольшую пробежку, чтобы поймать тот самый кадр. Если будете здесь, обязательно поймайте этот момент. Эмоции гарантированы. Кстати, небольшой лайфхак для тех, кто хочет привезти отсюда крутые фотографии для соцсетей. Не пытайтесь фотографироваться вот прямо здесь, по центру площади. Тут в кадр всегда будут лезть чужие селфи-палки. Лучше отойдите прямо к бетонному ограждению у воды. Оттуда открывается чистый глубокий вид на Босфор, и мост встает прямо ровно в рамочку кадра. А если дождаться момента, когда мимо будет проплывать паром, то получится вообще настоящая живая открытка. Здесь, кстати, можно покушать в кафешках таких. Кумпир тоже в том числе. Вот цены, например, так. Кумпир стоит 400 лир. Можно еще дюрюм взять вот по 600. Спагетти по 660. В общем, вот такие цены. Сутляч 490. Кафешка вот такая. Teşekkürler. Атмосферненько. Ну так много, видите, рядом вот еще одна. Тут тоже атмосферно. Приглашают вас всегда. Можно купить такие фруктовые салатики. Смотрите, какая красота. Лимонады, конечно же. Вот эти сумочки мне прям так нравятся. Здесь очень-очень много их. Они из такого материала летнего, знаете, как, не знаю, как плотная ткань такая. Очень-очень много сувениров, и что-то стало много людей. Мороженщик тут тоже есть, смотрите, который играет с вами. Не успела я здесь снять. Свежевыжатые соки, я, кажется, уже показывала. Кстати, людей становится очень-очень много здесь сейчас. Мы когда пришли, было где-то в 2 раза меньше. Но так как уже время к обеду, то становится много-много людей. И, кстати, это не все туристы, потому что турецкой речи очень много здесь на самом деле. Поэтому не думайте, что только иностранцы сюда ездят, туристы тоже. Шапочки сейчас самое время продавать, но женщина молодец, сама вяжет. Такие вязаные изделия. Вот и открываться уже все начали. Видите, я когда
Мы пришли, показывала вам, что тут еще было почти все закрыто. Вот начинает разворачиваться. Ну, вечером тут, кстати, тоже очень прикольно. Если приехать на закате, на всю эту красоту посмотреть, то тоже здесь очень красиво. Мечеть, мост. Но, опять же, будет очень много людей. Такие платочки чисто в турецком стиле. Видите? Мы идем сейчас к машине на стоянку, где мы оставили машину. Сейчас будем проходить прямо под мостом. Это улица прямо напротив набережной здесь. Посмотрите, какой нереальный вид открывается, когда проходишь прямо под самим Босфорским мостом. Снизу эти опоры выглядят просто гигантскими. Дух захватывает от такой мощи. Настоящий человеческий муравейник на фоне инженерного чуда. Мы уже буквально собирались открывать двери машины и уезжать, но тут наш папа вспомнил, что совсем рядом есть одно классное, не заезженное туристами место, откуда открывается, возможно, лучшая панорама на весь Босфорский пролив. И мы решили, что надо идти проверять. И это оказалось самое правильное решение за весь день. Идемте, сейчас вы сами все увидите. Этот вид стоит того, чтобы задержаться. Teşekkürler. Hanımefendiler buyurun. Size özel yer ayırttırdım. Cam tarafını alalım size. Çok güzel. Только посмотрите на этот вид. Aşkım nereye geldik böyle biz? Cennete geldik. Gelmeden önce ne demiştin? Kapalı. Я сандык. Думала, что закрыто сегодня первый день Байрама. Только посмотрите, в каком месте я сижу. Вы, наверное, думаете, что это фотообои сзади меня, да? Но нет, это на самом деле такой прекрасный вид. Мы сюда попали чисто случайно. Муж мой вспомнил, что он увидел в Инстаграме, что здесь есть такая кафешка от мэрии, которая предназначена специально для полицейских. И как бы здесь, естественно, хорошие цены, приятные, правда, для полиции немножко меньше, чем для обычных жителей, но это не столь важно, потому что есть такой прекрасный вид. Посмотрите на это. Вот так называется это место. Мы здесь заказали салатик. Муж взял себе каридес гвеч, это креветки в горшочке, а я взяла себе рыбку самон. На самом деле мы есть не сильно хотим, больше хотели пить, просто с таким видом посидеть. Но здесь как бы ресторан, поэтому нужно что-то заказать. Видите, там внизу здесь кафетерий, то есть можно посидеть на этаж ниже, и там тоже классный вид такой же. И на этаже ниже там, по-моему, чай и, наверное, сладости продают, я так думаю. Мы там еще не смотрели. Это просто шикарный вид. Не могу оторваться от этого. Вот такое блюдо мы заказали. Это креветки в горшочке, запеченные. Здесь еще грибы и перчик, я так думаю. Мы такое часто заказываем. Очень любим это блюдо. Ne kadar da fiyatı? Hatırlıyor musun? 690 galiba. По-моему, 690 лир. В общем, около 700 лир стоят такие креветки. Салатик. 600. 600 лир. Салатик такой. Это просто обычный, называется пастуший салат, чубан салат. И такой у нас прекрасный вид, обалденный. Так, а я заказала вот такой вот лосось на гриле. По-моему, 675 лир он стоит. И с таким прекрасным видом. Сейчас буду его есть. На гриле это обалденно вкусно. Особенно, когда такой вид.
Так, смотрите, заплатили мы 1695 лир. Значит, мой лосось, да, стоит 675. Цену в долларах все внизу напишу. Креветки 600. Это салат 165. Вода пол-литра нам посчитали. Ну, в общем, мы несколько бутылок заказывали, 30 лир. Мира заказывала напиток 90. Это 2 газировки за 2 105. И вода еще пол-литра 30. Ну, в общем, за воду, наверное, за одну воду 30 лир. Вот такие вот цены. Получилось 1695 лир. Если вы полицейский вдруг в Турции, то вам цены будут со скидкой. Там где-то, по-моему, 30% на каждое блюдо скидывается, насколько я помню, по меню. Напишите в комментариях, захотелось ли вам попробовать местную еду и как вам вид из этого ресторанчика. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры Стамбула и всей Турции. Ну а мы уже поедем домой. Всем отличных путешествий и до скорой встречи. Пока-пока.